18 марта 1997 года авиалайнер Ан-24РВ выполнял международный рейс 1023 по маршруту Ставрополь-Трабзон. На борту самолета находилось 50 человек. Ан-24 выполнял чартерный пассажирский рейс 1023 из Ставрополя в Трабзон, Турция, по перевозке группы туристов. В 4 часа утра экипаж нормально прошел медицинский осмотр, после чего начал выполнять предполетную подготовку. Согласно полученному прогнозу погоды, на всем маршруте полета ожидался сильный ветер, а на высотах от 5 до 7 тысяч метров ожидалась турбулентность. В 6 часов 30 минут рейс 1023 вылетел из Ставрополя и по указанию диспетчера подхода занял высоту 2700 метров. В 6 часов 37 минут, пройдя контрольную точку Северный, экипаж перешел на связь с диспетчером в Минеральных водах и, следуя по маршруту Северный, Пузар, Абелла, Передовая, под руководством минводского диспетчера, сперва занял высоту 4800 метров, а затем 5400. Далее, в районе Абеллы экипаж запросил у диспетчера увеличение высоты, на что получил разрешение подниматься до высоты 6000 метров, которую и занял в 6 часов 55 минут. Полет проходил на крейсерской высоте 6000 метров с приборной скоростью 330 км в час. В 7 часов 3 минуты, когда рейс 1023 пролетал над восточной окраиной Черкесска, в 82 километрах от аэропорта Минеральных вод и в 99 километрах от аэропорта Ставрополя, информация о рейсе на экране радиолокатора внезапно исчезла. Никаких сигналов бедствия с самолета при этом не поступало. Впоследствии, как показали данные бортовых самописцев, на эшелоне началось разрушение конструкции фюзеляжа, а через пару секунд хвостовая часть отделилась. Потеряв управление, авиалайнер понесся вниз с вертикальной скоростью 90 метров в секунду. И в 7 часов 2 минуты с приборной скоростью 480 км в час и с отрицательным тангажом 25 градусов и левым креном 55 градусов врезался в землю. Всего в 1 километре восточнее жилых районов. От удара самолет полностью разрушился и загорелся. Все 50 человек на его борту погибли. В результате выполненных на месте катастрофы работ по оценке и анализу технического состояния разрушенных и поврежденных элементов конструкции самолета, а также специальных лабораторных исследований, было установлено следующее. Разрушение Ан-24 началось еще в воздухе. Анализ траекторий развития трещин и строения их изломов показали, что очаговая зона разрушения конструкции располагалась по правому борту фюзеляжа, под туалетом и буфетом, в районе 31-34 шпангоутов, между 6 и 8 стрингерами. Очаговая зона представляла собой сквозные коррозионные разрушения обшивки в виде 7 продольных трещин длиной от 100 до 330 мм и 2 поперечные трещины длиной около 160 мм каждая. Кроме того, имелись многочисленные сквозные трещины длиной от 5 до 30 мм. Суммарная длина продольных сквозных трещин на этом участке составляла около 1340 мм. Образование и рост указанных трещин носило коррозионно-усталостный характер. Длина участка с трещинами в продольном направлении с учетом разделяющих их перемычек составляла 1523 мм. Объединение трещин произошло путем статического долома перемычек обшивки ремонтной накладки. На наружной поверхности обшивки первоначально отделившегося фрагмента имелось 12 ремонтных накладок, 4 из которых располагались непосредственно в очаговой зоне разрушения. Было определено, что одна из 12 накладок была установлена в предпоследнем капитальном ремонте самолета и еще одна при устранении дефектов, выявленных при продлении межремонтного ресурса самолета в августе 1996 года. Сравнивая указанные данные по критическим размерам трещин на разбившемся самолете, можно утверждать, что перед последним полетом состояние нижней хвостовой части фюзеляжа было критическим. Поэтому в полете, под действием обычных нагрузок эксплуатационного уровня, произошло разрушение перемычек и образование магистральной трещины, вызвавшей катастрофическое разрушение фюзеляжа. По заключению комиссии,
Причиной катастрофы рейса 1023 явилось разрушение в полете хвостовой части фюзеляжа в пределах допустимых эксплуатационных нагрузок вследствие исчерпания статистической прочности, вызванного накоплением коррозионно-усталостных повреждений конструкции в процессе эксплуатации с продленным межремонтным ресурсом и сроком службы. Катастрофа обусловлена сочетанием следующих неблагоприятных факторов: поверхностной оценкой комиссии технического состояния самолета Ан-24 и необоснованной выдачей в последующем заключения и решения о возможности продления ему межремонтного ресурса и срока эксплуатации, а также невыполнением предписанных противокоррозионных мероприятий по конструкции самолета при ремонте и в эксплуатации. Следствие по делу о катастрофе длилось почти 6 лет. В начале обвиняемыми были 12 человек, в том числе сотрудники конструкторского бюро Антонова в Киеве и руководители авиакомпании. Но в итоге на скамье подсудимых оказались только 6 техников, которые в августе 1996 года подписали документ, продлевающий летный ресурс самолета. Подсудимые вины не признали и вместе со своими адвокатами утверждали, что в самолет могла попасть ракета. В доказательство этого они утверждали, что за несколько секунд до исчезновения самолета с экранов радаров на них появилось 2 неопознанных объекта, но эта версия не нашла подтверждения. В итоге, в январе 2004 года присяжные оправдали всех обвиняемых. Смотрите также: 11 июля 2011 года авиалайнер Ан-24 авиакомпании «Ангара» выполнял внутренний регулярный пассажирский рейс 5007 по маршруту Томск-Сургут, но через 1 час 26 минут после взлета у него отказал и загорелся левый двигатель. Экипаж совершил вынужденную посадку на реку Обь в 17 километрах от аэропорта Стрежевого. Но от ударов о подводные препятствия самолет разрушился на 2 части. Друзья, мы создали второй канал «Планета катастроф», где мы рассказываем о техногенных, экологических, а также катастрофах по вине человека. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые истории.